Как же я люблю блядских вокалоидов. Йо, это я, Алина. И не то чтобы я хотела становиться вокалоид-блогером, просто мне жуть как это нравится. А контент по вокалоидам в ру-сегменте ограничивается переводами и каверами. Так что подобное видео не будет лишним. Итак, в этом видео я просто расскажу, почему мне нравится такая музыка. Приятного аппетита! Впервые вокалоидов я начала слушать где-то в 8 классе. В то время я была достаточно закрытым ребенком. Не особо друзей. Окружение в принципе не вызывало большого удовольствия. Примерно тогда же я начала смотреть аниме. И, о чудо, в рекомендациях на ютубе мне попались перепевки оупенингов и эндингов на русском. Конечно же, я понеслась слушать все подряд. И сохранять тоже все подряд. Я слушала буквально пару секунд. И если мне хоть чуть-чуть нравился мотив, я скачивала песню. И в итоге у меня набралась приличная кипа песен, о которых я не имела ни малейшего понятия. Но я думала, что они из какого-то аниме. Забавно. Я слушала, и некоторые песни мне так сильно западали в душу, что я уже забыла о старой музыке, которая у меня была до этого. Теми первыми песнями были эти милашки. По крайней мере, те 2,5 вокалоид-фаната, которые смотрят меня, узнают эти песни. Агась, я даже специально сделала списочек треков, оставивших самые яркие воспоминания. Мало кто говорит про звучание. А как тогда, так и до сих пор. Для меня это одна из самых важных составляющих треков. Мне было очень непривычно слушать вещи, так сильно наполненные звуками. И я жуть как полюбила это. Сочетание инструментов и голосов вызывало мурашки, а иногда даже слезы. Я-то еще аудиофилка. Когда-нибудь я расскажу, на чем я слушаю музыку. Но ведь в тех песнях меня цепляла не только музыка, но и текст. Рассуждения о жизни, дружбе, любви и переживаниях. Все это было настолько ярким для обычного 14-летнего мозга. Будто я нашла людей, которые отлично меня понимают. И я очень долго слушала именно русские каверы, а не оригиналы. Думаю, пару лет точно. Причем у меня не было ощущения, что я не такая, как все, и слушаю другую музыку. Я вообще никогда не заботилась о мнении других. И вот однажды я решила послушать оригинал одной из песен. И понеслась. Вторая волна. Я начала открывать для себя старые песни в новом звучании, и новые, на которые едва ли можно было найти перевод. Хочу заметить, что на тот момент мой плейлист не состоял только из вокалоид-песен. Я слушала много всего, но вокалоиды хорошо так врезались в мой плейлист. Я открывала для себя новых исполнителей и, что интересно, продолжала чувствовать это понимание. С возрастом старые радости и переживания уходят в никуда, появляются новые. И в новых песнях я находила какую-то поддержку. Знаете, 2-недельная фрустрация под Apple.com – это вам не шутки. Можно сказать, что я росла с вокалоидами. И расту до сих пор. Да вы и сами знаете, я стала вокалоид-продюсером. С моей-то любовью к голосовым синтезаторам. Эхе-хе. Вокалоиды сильно на меня повлияли. Очень сильно. И это классно. И, конечно, у меня есть любимые композиторы. Больше всего мне в душу западают Вовока, Пиноккио Пи и Гига. Кстати, о музыке, что мне нравится. У меня на канале есть плейлист, который называется «Вкусные песенки», которые по душе Алине. Там очень классная музыка. Разных жанров, на разных языках. И если тебе будет нечего послушать, всегда можешь зайти. У меня хорошие музыкальные вкусы. Пусть и своеобразные. Ну и подписывайся на мою группу в ВК. Там много контента, который точно не пойдет на YouTube. 2 страйка я уже поймала. Ну, наверное, на этом все. Спасибо, что посмотрел до конца. Люблю вас!